Flashman. SpeedDrum — это виртуальный сэмплер формата VST-3 от компании Apisonic Labs. Уже сейчас мы можем перетаскивать сэмплы на так называемые пэды и начинать работу. Один пэд может содержать в себе до 8 сэмплов. Они называются layers — слои. Для аудиолупов доступно окно слайсера, которое разделяет сигнал на отдельные фрагменты, которые затем можно перетаскивать на пэды. Масштаб настраивается в левом верхнем углу. Нажатие на логотип раскрывает информацию о версии плагина и нашей системе. Далее идет клавиша, позволяющая сохранить наш драм-кит. Центральное окно выводит подсказки. Далее мы видим меню. Здесь мы можем создать новый барабанный кит, загрузить кит, импортировать кит из версии Lite и импортировать кит из сэмплера Poise. Далее идет опция сохранения всей нашей установки, а ниже находится сохранение барабанного кита вместе со всеми сэмплами из него. После мы натыкаемся на настройку выходов. Можно послать звук всего сэмплера на мастер, секцию А на мастер, секцию А на 16 каналов посыла и аналогично с секцией Б. Можно скачать руководство пользователя, проверить обновления, и в конце дублируется информация о версии плагина и нашей системе. Далее идет индикация MIDI, которая подсказывает, что сигнал с клавиш или с хоста попадает в плагин. Левее у нас распахивается браузер, и в конце строчки мы видим настройки. Давайте с них и начнем. Drag and Drop — это поведение по умолчанию при перетаскивании сэмпла на пэд. Мы или создаем еще один слой, наслаивая сэмплы друг на друга, или же заменяем первый слой другим звуком. Далее вызвать пэд по MIDI, то есть вы или вызываете окно пэда каждый раз, когда нажимаете на его MIDI-ноту, или же выбираете пэды только мышкой. Сбросить настройки выхода пэда. Сейчас объясню. Мы работали с пэдом, а потом решили его сбросить. Наверняка мы захотим сохранить настройки выходов, чтобы каждый раз, загружая новый звук, не пришлось заново расшивать сэмплер. Если наоборот, нужно сбросить совершенно все настройки пэда в ноль, то вот та опция, которая включает это. Если вы не совсем поняли, что за выходы и почему эта опция может быть важной, то пока советую просто запомнить, что опция находится здесь. Мы к этому еще вернемся. Воспроизводить звук пэда при нажатии мышкой на пэд. Воспроизводить звук слоя при нажатии на слой. Далее указывается размер плагина при его открытии, количество пэдов при открытии плагина. Эта опция меняет нумерацию пэдов, хорошо заметно в режиме А-Б. Далее можно выбрать, что отображать на пэде. Ничего, ноты, номер MIDI, название MIDI команд, название пэдов. Следующую опцию я бы объяснил так. Откуда вести отсчет октав? Это наглядно показывается в окне Setup. Обратите внимание на первую ячейку. Вот я меняю этот параметр, и вы видите, что отсчет октав меняется. Это никак не меняет структуру MIDI сигнала, просто обозначение, под каким номером какая октава. Ниже у нас применить цвет пэда ко всем органам управления. Если вы выбрали цвет для пэда, то все регуляторы подсвечиваются этим цветом. И еще чуть ниже вы найдете настройку цвета для пэда по умолчанию.
Следующую опцию рекомендуется включить, чтобы избежать кликающих щелчков при игре на сэмплере. Ну и разные опции ниже, вроде куда сбрасывать сэмплы, созданные при помощи сэмплера, и выбор внешнего редактора. Давайте установим здесь созданную мной для этого папку. Ну а в качестве редактора можете выбрать Audacity или Adobe Audition или RX, что угодно. Давайте вернемся в браузер и посмотрим на него поближе. Браузер отображает папки, сэмплы и драм-киты. Перемещаться по браузеру можно при помощи клавиатуры. Вверх, вниз, назад, открыть и так далее. Звуки сразу воспроизводятся. Настройки громкости и роутинга находятся внизу. Если мы выберем звук, то сможем увидеть его свойства. Вот вы видите его размер, битность и так далее. Чтобы изменить отображение этого блока, нужно выбрать одну из трех опций: авто, избранное и инфо. Избранное содержит 10 вкладок. Это закладки для директорий с сэмплами. Самая первая вкладка — стандартная директория. Кликните левой клавишей по ячейке и откроется путь с вашей папкой. Чтобы записать какую-то папку в такую ячейку, нужно зайти в эту папку и нажать правую клавишу мыши. Alt плюс правая клавиша очищает вкладку. Сэмплы можно перетаскивать по одному или бросать сразу несколько звуков через клавишу Alt. Давайте я выделю несколько сэмплов и перетащу их в окно с пэдами с зажатой клавишей Alt. Вы видите, что нам визуально подсказывают, куда упадут эти звуки. Отпускаем. Теперь все звуки на своих местах, что очень удобно, на мой взгляд. Давайте в браузере найдем так называемый драм-кит. Вот так он отображается. Двойной клик загружает его в сэмплер. Чтобы отображалась обложка, нужно положить файл картинки размером 200 на 200 пикселей в папку с набором звуков. Ну и давайте уже изучим эти самые пэды получше. Их тут 32. Каждый пэд вмещает в себя до 8 слоев. Сэмпл можно перемещать по пэдам. Через Alt пэд копируется. Центральное колесо мыши очистит пэд. Работают и стандартные функции клавиш, вроде Ctrl-C, Ctrl-V или клавиша Delete. Навигация может осуществляться через стрелки или игровые клавиши ASWD. Несколько пэдов выделяются через зажатый Ctrl и левый клик мышки. Еще есть вариант выделять пэды через зажатый Ctrl и правую клавишу мыши. К тому же можно выделять все пэды в зоне А или в зоне Б или в зоне АБ с зажатым Ctrl. Думаю, что вы догадываетесь, что выделяя таким образом пэды, настройки вроде громкости применяются ко всем звукам. И да, клавиши А, Б и АБ меняют отображение пэдов. Можно ограничиться только первыми 16 или показывать вообще все. Чтобы открыть свойства пэда, нужно кликнуть по нему правой клавишей. Здесь стандартные команды: загрузить сэмпл, сбросить пэд, переименовать пэд, вырезать, копировать, вставить. Далее идет экспорт звука, полученного после обработки в сэмплере. Затем еще одна опция экспорта звука, но после этого варианта загружается уже обработанный сэмпл, заменяя собой старый. Давайте я убавлю громкость и сделаю экспорт по второму образцу. Ну, видите, да? Он тут же заменил собой старый сэмпл. Возвращаемся в свойства пэда. Режим голоса и режим воспроизведения. Эти опции дублируют настройки ниже. То же самое касается и настройки групп и триггера. Мы обо всем этом поговорим чуть позже. В конце контекстного меню mute, соло и возможность заблокировать пэд. Кстати, mute пэда — это еще и клавиша Shift и левая кнопка мыши. Shift и правая клавиша — это соло. По этим возможностям прошлись, теперь давайте внимательнее изучим основные элементы управления. Слева нас встречает настройка цвета пэда. Ну а потянув за этот значок, можно быстро разместить сэмпл в проекте. Помните, мы говорили про папку по умолчанию. Каждое перетаскивание создает файл в той папке, что я указал ранее. Ну и давайте уже перейдем к режимам голосов. Ретриггер не позволит сэмплу наслаиваться. Давайте покажу на примере 808.
Для этого я открою анализатор. Вы видите, что у звука длинный хвост. Если я нажимаю на ноту раньше, чем сэмпл закончил свое воспроизведение, то сэмплер прерывает воспроизведение прошлого звука и начинает его играть заново. Режим поли, наоборот, воспроизводит звук поверх старого. Чуть пониже у нас режим воспроизведения. Давайте для наглядности нарисуем короткие MIDI-нотки в 1/16. Так вот, режим One Shot означает, что неважно какой длительности MIDI-нота, звук отыграет полностью. В режиме Not On длительность MIDI-ноты определяет длительность звука. Если нота в 1/16, то и звук отыгрывает ровно в 1/16. Ну и далее идут простые вещи. Мьют, соло, громкость, панорама, высота тона. Кат. Вот здесь мы задержимся. Кат — это группы и влияние групп на другие пэды. Если включается пэд, назначенный на группу кат, то любые другие пэды, находящиеся в подгруппе cut by, прекращают воспроизведение, обрываются. Понимаю, нужен пример. Давайте загрузим новую инстанцию и бросим туда два звука. Один будет 808 подлиннее и второй бочка покороче. Рисуем MIDI-партию так, чтобы бочка шлепала по 808. Посмотрим и послушаем в анализаторе. Вы видите, как бочка наслаивается на 808, они явно конфликтуют. Теперь же я назначу бочке группу 1, а 808 задам правило «обрезайся, cut by» от группы 1. Таким образом, когда начинает играть бочка, 808 резко прерывается. Чтобы не забыть, на какой группе находятся звуки, номер их группы отображается на пэдах в углу. Перемещаемся правее. Триггер запускает воспроизведение других пэдов, когда воспроизводится текущий. Это открывает возможности расширять пэд до безумного количества слоев. Ну и выходы. Каждый пэд может быть назначен на 16 выходов. Давайте я загружу темплейт. Как видите, у каждого пэда свой канал. Это позволяет обрабатывать звуки сторонними VST-плагинами. Чтобы сделать такое, вам нужно изучить, как работают посылы в вашем секвенсоре и сделать посылы сэмплера на соответствующие каналы дорожек. Давайте создадим новый проект и откроем чистый сэмплер. Какие могут быть хитрости при работе с настройками пэдов? Двойной щелчок сбрасывает значение ручек в стандартное положение. С зажатой клавишей Shift ручки меняют значение более плавно. Сейчас я переключусь в режим А, чтобы показать вам секцию модуляции и эффекты. В эффекты пока не пойдем, а поговорим про модуляцию. В этой секции нас встречает огибающая громкости. Мы можем настраивать атаку, удержание, спад и хвост сэмпла. Релиз работает только в режиме Not On. Это чтобы менять амплитуду сигнала. Понятно любому, кто крутил хоть один виртуальный синтезатор с параметрами ADSR.
Огибающая питча работает чуть по-другому. Высота тона регулируется на самом пэде, это понятно. Но нам дают возможность модулировать огибающую высоты тона. Давайте я заброшу на свободный пэд такой вот простой сигнал в 1 кГц и обрежу его длительность до 4 секунд. Простой звук вы слышите. Чтобы не слушать его целиком, я остановил звук вот этой клавишей. Так вот, чтобы модуляция питча работала, нужно покрутить степень ее воздействия вот тут, во вкладке Layers. Грубо говоря, это посыл на питч-модуляцию. Как сильно работает питч огибающая. Сейчас мы выкручиваем на всю. Теперь о том, почему регуляторов 4. Pitch 1 и Time 1 работают вместе. Например, мы хотим, чтобы звук плавно поднимался снизу наверх. Давайте для этого Pitch 1 покрутим вниз, а Time 1 поставим на 1 секунду. Через Shift, вы помните. Теперь слушаем. Вот так это работает. Так зачем же Pitch 2 и Time 2? Эти параметры работают точно так же, но после Pitch 1 и Time 1. Pitch 2 выкручу в обратную сторону, а Time 2 установлю на 3 секунды. То есть частота звука шла наверх по Pitch 1 за время Time 1, дошла до верха и опустилась вниз, отталкиваясь от параметров Pitch 2 и Time 2. Напрашивается вывод, что иногда Pitch 1 и Pitch 2 могут взаимозаменяться. И это так. Давайте я сделаю подъем наверх через первый Pitch, а потом через второй. Одно и то же, но если я начну крутить ручку Time 1 в плюс, то вы услышите разницу. То есть ручка Time 1 определяет, когда будет задействован Pitch 2. Эти параметры связаны между собой. Как по мне, так это очень хитро выдуманная схема. Чтобы не задерживаться здесь еще дольше, могу сказать одно. В ситуациях, где вам потребуется использовать простую питч огибающую, попробуйте накрутить ее, опираясь только на Pitch 1 и его время. Остальное уже зависит от ваших задумок. Экспериментируйте. Разработчик уверил меня в том, что в будущем будет сделан акцент на визуализацию всех этих моментов с модуляциями. Поэтому нам будет проще понять, как это работает, нагляднее. Ну а пока продолжим. Чуть выше находится настройка модуляции от силы нажатия. Мы можем влиять на громкость, высоту тона и открытие фильтра. Например, чем сильнее нажимается нота на клавиатуре или на драм-машине, тем больше открывается фильтр. Чем слабее я нажимаю на клавишу, тем больше фильтр закрыт. Humanize вносит случайности, рандомность, создавая более естественное звучание. Здесь рандом силы нажатия плюс-минус 40%, рандом высоты тона плюс-минус 2 полутона, смещение по времени от 0 до 50 миллисекунд и рандом паномирования плюс-минус 40%. При использовании хьюманайзинга рекомендуется включать ту самую опцию, которая говорила нам о маленьких фейдах в начале и в конце каждого звука, чтобы избежать щелчков. Ну а теперь эффекты. Каждый пэд имеет 4 эффекта. Эффекты можно включать и выключать. Опять-таки, не забывайте, что вы смотрите видео по версии 1, 2, 3. В будущих версиях продукта должны появиться еще и эффекты посыла, вроде Delay и Reverb. Еще мы договорились с разработчиком о том, что эффекты куда проще включать от любого касания ручек, автоматически. Поэтому приобретать лицензию есть смысл, чтобы бесплатно обновляться на следующие версии, чтобы прокачивать свои продукты быстрее других и чтобы работать эффективнее. Ну а пока давайте разберем те эффекты, что у нас есть. Первый эффект — это Distortion. Искажение, проще говоря. Здесь у нас две ручки бит-крашера — битность и частота дискретизации.
По центру Wave Shaper. Внизу располагается частота ринг-модуляции и глубина эффекта. Опытные пользователи все поняли. Новичкам же предлагаю покрутить эти ручки самостоятельно и послушать, как это звучит. Можно сказать, что это такая секция Lo-Fi эффектов. Фильтр. Два типа – аналог и лейдер. Звучат они по-разному. К тому же лейдер имеет и параметр Drive, добавляющий искажения после фильтра. Представлены базовые кривые. Это обрез низких частот, обрез высоких частот и узкополосный фильтр. Все это варьируется между 12 и 24 дБ на октаву. Ручка Cut-Off регулирует частоту среза. Резонанс меняет кривую фильтра. Вот и весь фильтр. Компрессор. Это классический VCA компрессор. Порог срабатывания, соотношение, громкость на выходе, атака и релиз. Классические органы управления. Transient Shaper позволяет управлять громкостью хвоста звука и его атакой. Есть возможность ограничивать пики звука клипером. Ручка громкости находится в цепи до клипера, поэтому можно прикольно прижимать звук цифровым клипером. И вот мы рассмотрели большую часть сэмплера, и пора рассказать вам про вкладку Layers. Перевести на русский можно как слои. Мне нужно закинуть пару сэмплов в пэд, прежде чем начать. Вы помните, что по умолчанию каждый новый сэмпл, брошенный в пэд, становится новым слоем. Итак, Layers отображает все слои, используемые в ячейке. Всего до 8 слоев. Выбрать и послушать слой можно левым кликом мыши. Ctrl и левая клавиша мыши выделяет слой. Ctrl и правая клавиша мыши выделяет все слои. Слои можно менять местами или перемещать на другие пэды, зажимая клавишу Alt и перетаскивая слой. Простое нажатие колеса мыши по центру удаляет слой. Shift и клавиши мыши обеспечивают соло и мьют слоев точно так же, как и в окне пэдов. Нажимая на сэндвич, мы попадаем в меню слоев. Здесь удалить сэмпл, создать дубликат, нормализовать громкость, развернуть сэмпл, выбрать каналы стерео, моно, лево, право и так далее. Варианты экспорта идентичны тому, что мы видели ранее в свойствах пэда. Или просто сохраняем файл со всеми изменениями, чтобы не потерять в будущем, или же рендерим файл и заменяем новым звуком ячейку в слоях. Можно обрезать звук, используя позиции старта и конца сэмпла. Когда закончите настройку, нажмите Slice. Если при включенном режиме Slice вы применяли, скажем, реверс, то при выходе из режима Slice вы потеряете все настройки и восстановите первоначальный звук, каким он был. Возвращаемся в сэндвич. Там остались неизученными опции для самого файла. Открыть файл в проводнике, загрузить файл в слайсер, открыть файл во внешнем редакторе. Давайте ткнем в надпись All Tight. Эта опция определяет поведение слоев при нажатии на пэд. Single означает, что при нажатии на пэд воспроизводится только один слой, который выбран. Velocity означает, что каждый слой будет воспроизводиться в зависимости от силы нажимаемой ноты. При активации включается такой вот вид. Об этом мы поговорим позже. Round Robin воспроизводит слой через один. Первый, второй, третий и опять. Рандом говорит, что слои будут играть случайным образом. All Tight значение по умолчанию воспроизводятся все слои разом. Каждый слой имеет свои настройки. Вы их видите слева от волноформы. Громкость, панорама, высота тона, мьют,
обрез низких и высоких частот, значение воздействия на огибающую питча, разворот фазы звука и смещение звука, задержка сигнала по времени. Можно переключаться на вид волноформы и вид Velocity. Это маленькие значки над громкостью. Вид волноформы – это вид по умолчанию. Здесь можно устанавливать начало и конец сэмпла, атаку и спад сэмпла. Получившуюся рамку можно передвигать через клавишу Alt. Подвигать всю рабочую зону можно через зажатое колесо мыши. Разумеется, можно приблизить вид колесом мыши или через зажатую левую клавишу мыши на верхнем таймлайне. Двойной клик по таймлайну скинет увеличение в 0, а вот зажатый Alt и двойной клик мыши развернут рабочую область на все окошко. Для быстрой работы у нас есть следующие горячие клавиши. Если зажать Ctrl и кликать левой клавишей мыши, то будет меняться стартовая позиция сэмпла. Если зажать Ctrl и кликать правой клавишей мыши, то будет меняться положение конечной точки. Сверху у нас имя файла и его свойства. С краю видно, сколько всего сэмплов в папке и какой наш по счету. Можно быстро переключаться между сэмплами из папки или загрузить заново текущий. Например, мы что-то натворили здесь и решили начать заново. Про кнопку Slice мы уже поговорили. Помните, если вы применяли нормализацию или реверс, или игрались со стерео, то клавиша Slice работать не будет. Ну и игральный кубик выбирает случайный сэмпл из папки. Это был стандартный вид волноформы, а теперь про вид Velocity. Все эти настройки работают только при включенном режиме Velocity. Мы об этом говорили выше. Если вы хотите, чтобы слои воспроизводились только при определенной силе нажатия клавиш, то это ваша опция. Для удобства добавлено пару шаблонов. Ну вот давайте создадим MIDI-клип с 3 нотами. Одна тихая, другая средней громкости и очень громкая. И послушаем. Так оно и работает. Вторая вкладка называется Setup. Я бы назвал ее как матрица MIDI. Сюда мы уже заходили. Тут мы видим, что первый пэд включается нотой до второй октавы. Второй пэд воспроизводится нотой до диез второй октавы и так далее. Если нас это не устраивает, мы вправе переписать эти настройки. Варианта 2. Кликаем левой клавишей на нужный нам пэд, после чего нажимаем желаемую клавишу на клавиатуре. Например, я хочу ноту до 4 октавы. И теперь нота до 2 октавы ничего не воспроизводит, а нота до 4 октавы работает вместо той клавиши. Другой вариант изменить параметры этой таблицы – это щелкнуть правой клавишей по пэду и вбить цифровое обозначение ноты вручную. Например, ноте до 4 октавы соответствует номер 60. Как по мне, так первый вариант удобнее, конечно. Всю таблицу можно сохранить и можно назначить ее как матрицу MIDI по умолчанию. Правее мы видим папку с проектом. Туда будут лететь все наши сэмплы, которые мы экспортируем прямо в DAW. Внимательный зритель вспомнит про такую настройку, как Render Folder из глобальных настроек. В чем разница? Настройка Project Folder действует только для конкретно этой инстанции плагина. По умолчанию все экспортируется в папку, которую мы указали ранее в глобальных настройках. Но сэмплер именно на этой дорожке будет все гнать в ту папку, которую вы укажете во
во вкладке Project Folder. Это может быть удобно, если вы делаете sample pack, например, и не хотите менять глобальные настройки. Ну и последнее. Слайсер. Слайсер нарезает звук на индивидуальные кусочки, слайсы. Режимы детектора находятся во вкладке Transients или BPM. Ну и ответ уже в названии. Детектор делит луп на фрагменты, опираясь или на транзиенты сигнала, или опираясь на количество ударов в минуту. Транзиентный режим позволяет корректировать порог срабатывания и длительность. Проще говоря, так работает гейт. BPM основан на количестве ударов в минуту и на музыкальном размере. Обращайте внимание на подсказки сверху. Если вам нужны более точные значения BPM, то зажимайте клавишу Alt. Давайте начнем все заново и загрузим в сэмплер Loop. Вот так выглядит луп, порубленный на слайсы. Выбираются кусочки левой клавишей мыши. Простым перетаскиванием можно загрузить кусочек сразу в пэд. Ну и вы помните, что действие по умолчанию говорит, что каждый новый сэмпл — это новый слой в пэде. Чтобы это правило обойти, перетаскивайте кусочек в пэд через клавишу Alt. Новый кусочек заменит предыдущий. Можно подвигать старт и конец сэмпла, это понятно. Если мы хотим, чтобы какой-то фрагмент определился как новый транзиент, как начало нового кусочка, то нужно зажать Shift и нажать левую клавишу мыши. Обратите внимание, как я это делаю. Зажав Ctrl, мы можем перетащить сразу несколько кусочков в один пэд. Все приближения и увеличения в окне Slicer работают так же, как и в окне Layers. Ну и продублированы клавиши Play и Stop. Вот мы и рассмотрели все функции сэмплера. Уверен, что это видео поможет вам в освоении плагина. Как вы понимаете, название продукта себя оправдывает. Это сэмплер для того, чтобы быстро создавать барабанные партии. Мне нравится, как тут все на своих местах и как органично все работает. Ваши идеи и предложения предлагаю размещать в комментариях, потому что обо всех интересных мыслях я буду сообщать разработчику плагина. Это был Flashman, всем удачи и до связи.